Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 7 мая. Сегодня у нас с вами, друзья, небесный, изобильный, самодостаточный день. Поэтому обязательно сегодня проведите одну простую практику. Помойте это в доме, и вы увидите, как деньги поступят за 3 дня. Что нужно же помыть в своем доме или квартире, даже если вы и арендуете, но вы живете определенное уже время. А также какие слова нужно говорить, друзья, далее в этом видео. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите, друзья, следующее слово. И это везение. И тогда удача с вами будет на протяжении всего дня. Именно слово везение отвечает сегодня за эту энергетику. Друзья, также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Друзья, нам очень-очень приятно. Итак, давайте начинать. Итак, 7 мая сегодня это особенный день. И наши действия должны быть направлены в первую очередь на очистку и упорядочивание пространства в доме. И благодаря этому вы сможете привлечь финансовое благополучие. Кроме того, обращаем ваше внимание, что завтра у нас с вами новолуние. Поэтому мы должны все-таки именно сегодня, 7 мая, подготовиться. Поэтому уделите этому дню должное внимание. Проведите обязательно уборочку в определенном месте в своем доме, и вы действительно сможете ожидать улучшения финансового положения. Кроме того, Луна сегодня влияет на многие аспекты нашей жизни, включая энергетику домашнего пространства. Поэтому освобождайте сегодня свой дом от ненужного барахла, грязи. Это создаст не только приятную, созидательную атмосферу, но и откроет путь для новых возможностей и благосостояния. Помните о том, что все зависит только от вас, от вашего истинного желания иметь это в своей жизни, в своем доме или нет. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте те подсказки, которые мы сегодня с вами дадим в этом видео. Что же касательно лунного календаря на сегодня, 7 мая, обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами убывающая луна последний день, убывающая луна в знаке зодиака Телец, и сегодня у нас с вами 29-е лунные сутки. Этот день в лунном цикле, друзья, символизирует окончание старых дел и подготовку к новому началу. Кроме того, обращаем ваше внимание, что знак зодиака Телец отвечает за стабильность и материальное благополучие, а также он влияет на финансовые и материальные аспекты жизни, привнося их что-то новое. Кроме того, еще раз акцентируем ваше внимание, что сегодня последний день убывающей Луны, и этот день ассоциируется с завершением. Поэтому сегодня постарайтесь расставить все точки над «и» в текущих проектах или в каких-то делах, в которые вы принимаете участие. При этом это вне зависимости, это касается домашних дел, отношений, работы, денег и так далее, и так далее. Убывающая луна в знаке зодиака Телец усиливает эту тенденцию, делая день особенно благоприятным для того, чтобы проводить те или иные финансовые операции. Также подумайте о том, как вы можете решить вопросы с долгами, с кредитами, или, возможно, у вас есть какие-то устаревшие вопросы, которые вам нужно сегодня закрывать. Не переносите их на следующий месяц. Лучше постарайтесь сегодня уделить внимание. Даже если вас что-то раздражает сегодня, или вы считаете, что это не подходит сегодня вам, ваше внимание, с точки зрения здоровья, обращаем ваше внимание, этот день хорош для того, чтобы начать проводить очистительные программы. И вы знаете, сегодня убывающая луна, она помогает нашему телу избавиться от токсинов более эффективно, а сам знак зодиака Телец в убывающей луне способствует более тщательному подходу к этому процессу. Кроме того, используйте энергию этого дня как для планирования, так и стратегической оценки будущих действий. Знак зодиака Телец придает большое значение сегодня стабильности. Он также может нам указать, какие аспекты нашей жизни нуждаются в укреплении и какие ресурсы нам нужно мобилизировать для достижения своих каких-то долгосрочных целей.
Как вы знаете, сегодня убывающая луна в знаке зодиака Телец, Телец — это тот знак, который не любит спешки и резких изменений. Кроме того, сегодня на 29-е лунные сутки энергия направлена на завершение, поэтому сегодня может возникать желание удержаться за устоявшиеся какие-то образы и методы. И вот опасность заключается в том, что вот такое вот сопротивление может препятствовать необходимому обновлению и росту. Кроме того, под влиянием знака зодиака Телец может возникнуть тенденция к излишней осторожности и прагматизму, что иногда мешает творческому и инновационному мышлению. Поэтому не дайте своему стремлению к безопасности и стабильности и полностью отодвиньте на второй план то, что вам мешает, и то, что вам не дает развиваться или двигаться вперед. Хотя знак зодиака Телец и укрепляет материальную стабильность, его влияние также может сегодня способствовать желанию сделать какие-то крупные покупки, делать или инвестиции, но, что немаловажно, без какого-либо должного анализа. Так сегодня не должно быть. Кроме того, старайтесь сегодня избегать любых импульсивных финансовых решений, действий, особенно если они не подкреплены тщательным планированием. Также обращаем ваше внимание, хоть и сегодня у нас с вами последний день убывающей Луны, но сегодня могут активизироваться мошенники, особенно те, которые имеют достаточно сильную энергетику, и они понимают и осознают, как людей можно ввести в заблуждение, и, соответственно, они вас могут увести с правильного пути. Поэтому, когда вам сегодня дают темы вопроса денег, вопросы имущества, вы обязательно должны обращать внимание, для чего с вами пытаются эту тему поднять, разговорить вас и так далее. Кроме того, сегодня очень хорошо именно в этот день, 7 мая, анализировать свои финансы и материальные ресурсы. Кроме того, сегодня хорошее время для того, чтобы прописать свой бюджет на следующий лунный месяц. Также подводите итоги своих дел, проектов, используйте этот день, чтобы избавиться от всего ненужного. При этом это касается не только материального, но и также в эмоциональном плане. Также, как бы вас сегодня не подгоняли, избегайте спешки в принятии решений. Дайте себе время на размышления, чтобы убедиться, что каждый шаг продуман и обоснован. Если вам не хватает знаний, то вам нужно найти или человека, специалиста, или как вариант в интернете перешерстить информацию, но в любом случае вы должны быть уверены в тех действиях, в тех планах, которые вы на этот день планируете. Также обращаем ваше внимание, что по лунному календарю здоровья, ввиду того, что сегодня 29-е лунные сутки в убывающей луне, да еще и в знаке зодиака Телец, а это значит день является очень значимым днем для здоровья. Кроме того, этот день предлагает уникальные возможности для заботы о своем теле и о своем уме, а также предостережения, которые помогут вам поддержать и улучшить ваше здоровье. Телец — это земной знак зодиака, который управляется Венерой и акцентирует внимание на стабильности и комфорте. Кроме того, убывающая луна в этом знаке зодиака подчеркивает необходимость завершения старых привычек и начала каких-то новых, более эффективных практик, ритуалов, которые помогут вам, вашему телу быть здоровее. Также сегодня старайтесь избавляться от вредных привычек, особенно это касается курения, чрезмерного употребления кофе, алкоголя. Энергия убывающей луны поддерживает действия, направленные на очистку и освобождение от любой грязи из нашего организма. Кроме того, Телец очень тесно связан с системой пищеварения, поэтому в этот день полезно уделить внимание улучшению пищеварительной функции, включив в рацион больше клетчатки или, как вариант, начните курс правильного питания для того, чтобы ваш кишечник был здоровым. Также сегодня убывающая луна в знаке зодиака Телец, а значит, это прекрасное время для занятий, которые будут способствовать эмоциональному расслаблению и снижению стресса.
Телец стимулирует наслаждение жизнью, и он старается создать условия, чтобы человек осознанно осознавал и понимал те или иные моменты в своей жизни. Кроме того, Телец, как земной знак зодиака, находит удовольствие в контакте с природой, поэтому сегодня очень хорошо прогулки на свежем воздухе, особенно в зеленых, спокойных местах, которые помогут вам восстановить ваше внутреннее равновесие и обновить энергию. Кроме того, большая просьба: избегайте сегодня переедания, особенно тяжелой и особенно жирной пищей. Дело в том, что ввиду того, что Телец не любит переедание, он отвечает за желудок, за пищеварение, поэтому ваша сегодняшняя задача — научиться правильно питаться, насколько, по крайней мере, это возможно. На что еще стоит обратить сегодня особое внимание? О том, что сегодня очень важно инвестировать деньги в дорогостоящие процедуры или товары для здоровья, которые вам действительно нужны или необходимы. Но перед тем, как тратить такие значительные суммы, тщательно оцените, действительно ли это необходимо для вашего здоровья. Что же касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что Телец – знак, который тесно очень связан с материальными ценностями и стабильностью. И под влиянием убывающей Луны он акцентирует внимание на финансовой устойчивости и необходимости завершения текущих финансовых дел. Кроме того, убывающая Луна в знаке зодиака Телец показывает нам о том, что мы должны размышлять, переоценивать и завершать те или иные действия. Поэтому сегодня подумайте о том, чтобы научиться планировать, анализировать и научиться думать о том, что действительно для вас важно и нужно на данном этапе жизни. Кроме того, убывающая Луна в знаке зодиака Телец предостерегает от необдуманных финансовых решений. Это не время для рискованных финансовых начинаний или крупных покупок, которые требуют значительных инвестиций. Также сегодня воздержитесь от принятия спонтанных решений по расходам, особенно если они кажутся вам слишком хорошими, чтобы быть той настоящей правдой. Теперь давайте поговорим о карте Таро на 7 мая. Друзья, выпал король Пентаклей, и эта карта символизирует успех нам в материальных делах, стабильность, надежность и практичность. И обращаем ваше внимание, эта карта указывает на достижение стабильности финансовых и деловых вопросов. Поэтому сегодня нужно к любым вопросам, все, что связано с деньгами, с финансами, с карьерой, быть более основательными и более подходить ответственными. Это очень важно именно в этот день. Кроме того, король Пентаклей говорит нам о значении труда, надежности и умением управлять своими ресурсами для того, чтобы действительно мы научились с вами двигаться вперед и видеть только все самое важное и лучшее. Теперь давайте поговорим о совете от Архангела Михаила на этот день. Во-первых, он нам дает совет, который звучит следующим образом, что мы должны уметь защищаться и сегодня очищать пространство. Поэтому постарайтесь сегодня освобождать ваш дом, ваше рабочее место от всех форм негативной энергии. Это может включать и физическую уборку, а также духовные практики очищения, такие как, например, работа с солью, с водой или, например, работать с огнем. Это обязательно вам поможет. Также научитесь сегодня прощать и отпускать прошлые обиды, ошибки. Это очень важно, потому что когда вы отпускаете тот негатив, то, что был у вас в прошлой жизни, именно в прошлом времени, это поможет вам освободить пространство для новых и позитивных энергий вашей жизни. Также обязательно сегодня действуйте именно с любовью и со смелостью. Вообще, Архангел Михаил поддержит вас сегодня обязательно в принятии решений, которые отражают вашу истинную сущность и высшие стремления. Кроме
кроме того, находите радость в своей жизни, ищите ясность, мир, потому что это подготовит почву для новых начинаний и успеха в будущем. Обратите на это особое внимание. И, девочки и мальчики, как мы и говорили в начале видео, сегодня нужно обязательно помыть в доме для того, чтобы действительно привлечь изобилие, достаток и благополучие. Итак, о чем же мы с вами, друзья, говорим? Это входная дверь и прихожая. Вы знаете о том, что входная дверь считается лицом дома, и через входную дверь протекает энергия. Поэтому обязательно в первую очередь обратите внимание, вход свободен от любых препятствий, а дверь и порог чисты, потому что именно это поможет привлечь положительную энергию и богатство в ваш дом. Когда вы будете мыть входную дверь, даже если у вас сегодня нет времени провести эту практику, все равно уделите 15-20 минут своего времени, даже в вечернее время. Возьмите просто влажную тряпочку и начинайте протирать. Когда будете протирать входную дверь, обязательно говорите следующие слова. Врата открываются, счастье входит, все блага мне приносит. Отгоняю я печали, радость в дом мой приглашаю. Пусть этот порог будет переходом для всех добрых событий, принесет мир, любовь и процветание в каждый уголок моего жилья. И также не забудьте помыть порог. Вот, то есть это две вещи, которые обязательно нужно сделать именно в этот день, 7 мая. Друзья, вот такой у нас с вами замечательный, прекрасный день 7 мая. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.